War Thunder — самый крутой и реалистичный военный экшен, где ты можешь управлять самолетами, танками и огромными кораблями, сбивая истребители из зенитных пулеметов с земли, взрывая новейшие танки управляемыми бомбами с неба или уничтожай крейсеры торпедами на воде. В War Thunder более 1000 единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. В игре нет полосок здоровья, ты можешь обездвижить танк врага, подбив ему гусеницу, или потопить эсминец метким выстрелом в боекомплект. А также в War Thunder тебе не придется долго ждать начала боя, даже если ты сражаешься в команде с друзьями. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Приветули, братюли! Вы находитесь на канале Даби Крабик! Блин, я и забыл, что у меня есть заставка. Я думаю, что эта история может показаться для кого-то вымышленной, потому что в это просто нереально поверить. Но я уверяю вас, это правда. 100% правда. Эй, вы только посмотрите, он по-любому врет. Этого просто быть не может, он не мог жарить картошку в общаге, потому что там не жарят картошку. Там же жарят... Доширак. Но я вообще не об этом. История действительно может показаться вымышленной, но учтите, это общага, и здесь может быть что угодно. От злобной комменды, которая заходит в вашу комнату в самое неподходящее время, особенно зимой, когда забирают ваш последний подогреватель и потом продает, наверное. А потом приходится укрываться двумя матрасами, чтобы не замерзнуть. Карл. До выломанной двери в туалете. И чтобы вы понимали, особого разделения на мужской и женский туалет нету. Да и вообще туда большинство ходят, чтобы покурить. Но это совсем не важно. Это не относится к нашей истории. История про то, как я жарил картошку в общаге. Блин, не самый лучший был вариант называть так ролик, ну ладно. Начало первого курса университета. Я только закончил 11 класс. О да, элитка. Приезжаю в общагу, даю имя моему первому таракану. Кстати, его звали Пифагор, и я его случайно убил. О нет, Пифагор! Живу полгода без интернета, жарю картошку. Минздрав предупреждает, следите за своим рационом питания не так, как Даби Крабик. И вот в один выходной день я проснулся утром. О боже, он проснулся! О боже, он проснулся! Встаю и делаю по маминому рецепту картошку. А так как она долго жарится, я решил уйти в свою комнату. Я сижу в своей комнате. Прошло 10 минут. Я до сих пор сижу в своей комнате. И внезапно я вспоминаю, что у меня жарится картошка на кухне. Я выбегаю в коридор и вижу, как две девушки идут напротив, прямо на меня. Но я их лиц не вижу, потому что они находятся против света. И пока я иду на кухню, а они на меня, они почему-то выкрикивают типа не смотри на меня, о нет! И прикрываются. А я иду и вообще их даже не воспринимаю. У меня на кухне жарится картошка, она сейчас сгорит, и мне ничего будет есть. В общем, я забегаю на кухню и вижу, что с картошкой все хорошо. А в коридоре эти девушки до сих пор идут и смеются. Каблуки их слышно было за 10 километров, серьезно. Но я же постоял, немного пожарил картошку и пошел себе обратно в комнату. И тут начинается самое интересное и момент просветления. Оказывается, эти девушки зашли в соседнюю комнату. В одном ролике я уже говорил, что стенки между комнатами очень-очень тонкие, и можно слышать практически все. И сейчас я вкратце расскажу, что же случилось. Оказывается, эти девушки, они проспорили. И суть этого спора была в том, что они должны были пройтись по всему коридору в каблуках голыми. Да-да, именно в тот момент, когда я выбежал, когда побежал к своей картошке, они шли по коридору, без одежды. Но из-за того, что они шли против света, я не увидел ничего такого. Я джентльмен, вы чего, ребятки, аккуратней со словами в комментариях. Я когда прокручивал ситуацию в голове, то подумал, а почему не было очертания одежды? А ее просто не было. Какой можно сделать вывод из этой истории? Наверное, то, что не самый лучший вариант жарить картошку утром в общаге. Так что вот как я повеселил девчонок. Что ж, надеюсь, ролик тебе понравился. И покеда!